Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына», дневник мамы. И я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня уже 89-й день со дня ухода нашего Вани. И я каждый раз вынуждена сверяться со своими записками, потому что я ужасно боюсь перепутать дни. Дни, кажется, что текут очень быстро. Ну вот, если бы сегодня кто-то посмотрел на наш день, то показалось бы, что это совершенно обычная жизнь людей, которые приехали в отпуск. Это какие-то совершенно обычные отпускные хлопоты, дела, смех и так далее. Но при этом, это было действительно так, но при этом горе никуда не делось. Но, тем не менее, давайте поподробнее, потому что это же дневник, то есть умных сентенций явно мало. Нам нужно было отоспаться от всего, что нас боже мой, как это выразить, от всего, через что мы прошли. В какой-то степени было очень много работы, было очень много хлопот. Вчера была сложная длинная дорога, и сегодня мы просто как сурки отсыпались. Особенно мне важно, потому что я ложусь очень поздно и сплю, как правило, очень мало. То есть мы валялись долго достаточно, потом решили пойти в ресторан, взяв с собой, естественно, Джека. И мы специально спросили искусственный интеллект, сверились из разных источников, нашли ресторан, который близко, который в центре, который на том же берегу, на берегу той же реки, что и наш отель, только немножко вроде бы дальше. И там и отзывы были хорошие, и дорога короткая, 12 минут. Ну, естественно, мы вбили этот маршрут в Google карты и пошли. И вот мы идем, вроде бы как по моей внутренней шкале, так сказать, 12 минут давно прошли, но мы идем по очень крутым улицам вверх. Все выше и выше и выше, и то налево, то направо, поднимаемся вообще уже бог знает куда. Я узнаю место, где я была 20 лет назад, и откуда уже прямой вход в горы. И потом Саша, который у нас, как это называется, лоцман, или как, да, в общем, тот, кто помогает водителю, да, объясняет, куда ехать. Он нам говорит: нет, нам направо. И мы смотрим направо, такая маленькая улочка с огромным количеством ступенек, не менее крутых, чем все эти лестницы. И мы, значит, начинаем по этим ступенькам идти вниз. Я не знаю, сколько там этих ступенек было, но не меньше пары сотен точно. И мы слезаем, сходим на какую-то улицу, никакого следа ресторана. В общем, мы заблудились, но судя по направлению маршрута, мы все-таки приближаемся к той же реке, где и наш ресторан, где и наш отель стоит. И тут муж мой такой говорит: я понял, этот маршрут составляла венгерская вижла. И тут мы начинаем хохотать, потому что вспоминаем историю, которую нам рассказала Моника, когда она работала в центре воспитания собак-поводырей для слепых. Она сказала, что история Венгрии знала только одну вижлу поводыря, и в целом она справлялась. Правда, она добавила, это была очень спокойная вижла. В целом она справлялась. Единственное, что когда хозяину нужно было пойти в магазин, а ходил он, как правило, в один и тот же магазин, то дорога в этот магазин занимала то 5 минут, то 15 минут, то 25 минут, то 20 минут. В зависимости от погоды и от настроения вижлы. Вот. И это связано совершенно не с тем, что вижлы вредные или злые, или они хотят злого хозяину. Они просто очень активные, и они, как охотничьи собаки, принимают решения сами. Вот в данный момент собаке была охота погулять, тепло, светло, приятно, и она вела своего слепого там 25-минутным маршрутом. А когда дождь и сыро, то, понятно, нет. Вот, это было такое очень действительно смешное заявление, потому что мы такие все в мыле доходим до этого ресторана, который оказался там в 5 минутах ходьбы от нашего отеля. И мы сделали такой здоровенный крюк, заблудились, опоздали, но, слава богу, столик нам сохранили, сели, привязали Джека там такие перила, привязали к перилам, и только он успокоился, лег спокойно, расслабился. Мы заказали пиво, что пить в Чехии, обед тоже, или там обед и ужин, вот. Но, тем не менее, пиво мы заказали первыми, и в тот самый момент, когда официант приносил пиво, 4, поднос тяжелый, большие кружки с пивом, Джек внезапно увидел осу. В целом мы вообще не знаем, муха была это или оса, потому что мух он боится конкретно, а за осами он обычно охотится.
Но в данном случае он убежать ему было некуда, потому что от мух он бегает. И тут у него включился режим «наших бьют». Отступать некуда, за нами Москва, значит, из старых еще советских наших таких слоганов, да. И он произвел нападательную операцию против осы. Но я вам могу сказать, что нам сильно повезло, что ни ресторан, ни мы, ни Джек, ни оса, а самое главное, нервная система официанта и наше пиво не пострадали как результат. Но настроение это повысило знатно. Вот. И мы, вы знаете, так смеялись, болтали, и вспоминали, опять же, какие-то Ванькины, чтобы Ванька сделал в этой ситуации, как жалко, что его нет, что жалко, что мы стали ездить с Джеком уже без него, потому что ему тоже было бы очень в кайф это все. Вот. И потом мы вернулись в отель, тоже все очень совершенно спокойно. И тут я заметила одну странность поведения Джека. Он вообще у нас, ну как охотничья собака, принимающая решения, он не любит дома закрытых дверей. То есть у нас дома все двери должны быть открыты всегда. А он сам их открывает и закрывает прекрасно, как ему, когда ему хочется. И вот тут он столкнулся с очень сложной дилеммой, что я нахожусь в комнате с ним, а дверь-то закрыта. Поэтому весь вечер он провел около двери, иногда ее царапая, на что я на него ругалась, а иногда, вот сейчас он лежит в кресле, немножко успокоился, иногда бегал на балкон посмотреть, в чем дело. То есть у него было желание понять, где же все остальные, потому что он уже знает, что Саша и мой муж, и Сашина жена, мы все тут. То есть с его точки зрения мы просто живем в большом доме, и он хочет иметь доступ ко всем, всех видеть. И это у него никак не получалось. Вот я, честно говоря, не знаю, как я его загоню сегодня на кровать, но как-то вот он сейчас в режиме охраны уже как бы устал, но все еще не спит. Вчера в это время он уже дрых как убитый. Вот. И все было хорошо. То есть ни горя, оно есть, мы чувствуем, что оно никуда не ушло, но оно как бы немножко так зажато. И вот я сегодня вдруг мне в рекомендациях, когда я смотрю аналитику по каналу, там, что как, мне подкидывает YouTube похожие видео. Таких, я вам сразу скажу, очень мало, потому что, как выяснилось, что канал абсолютно уникальный. Таких каналов на YouTube больше нет, когда дневник родственника ушедшего человека. Есть короткие выпуски тоже. И он показывает мне выпуск, который был сделан врачом из Великобритании. Это только один выпуск про эту тему, в целом канал у него о другом. Это молодой врач из Великобритании, у которого 6 лет назад погиб его единственный брат, которому был 18 или 19 лет. Он покончил жизнь самоубийством. И вот врач этот рассказывал о том, как он прожил и как вообще вся семья справилась с горем. И там же было, например, объяснение тому парадоксу, с которым я встретилась, когда мне писали англоязычные подписчики, говоря о том, что вот они не могли выплакать свое горе в течение многих лет. Оказывается, вот английское общество, ну, как сказал этот врач, по крайней мере, я не жила там, я не знаю, но вот он сказал, что в обществе ожидается, что человек умер, люди отгоревали, похоронили, и с этого времени все возвращается на круги своя. Он говорит, ну, это не работает вот таким образом. И он дает вывод, это 20-минутная или 30-минутная такая программа была, и в конце он говорит такой вывод, что, вы знаете, у нас было неправильное желание, мы хотели перестать горевать, мы хотели забыть горе, а оно не проходит, оно не забывается, и просто нужно изменить подход к этому, и мы это поняли. Нужно научиться жить вместе с горем. И научиться делать так, чтобы горе не заслоняло жизнь, а давало ей новый смысл. И тут, вы знаете, у меня такое вот совершенно ощущение потрясающее. Это ровно то, о чем я вам говорила вчера и во вчерашнем выпуске. И что удивительно, что две разные страны, два разных менталитета, совершенно разные диагнозы, разные причины смерти. Во всем разные специальности тех людей, которые участвуют в этом, да. Все разное, выводы абсолютно одинаковые. То есть горе нельзя забыть, нельзя перестать горевать, можно только научиться с ним сосуществовать, чтобы оно вносило в жизнь радость. И потом он рассказывает историю мамы, которая начала вязать после смерти своего младшего сына. И она создала движение, которое называется, я сейчас посмотрю, чтобы я все время боюсь забыть что-нибудь, она начала движение, которое называется Need for Mental Health.
Это значит вязание за душевное здоровье. И к ней уже это прямо целое движение. То есть она начала одна, потом к ней присоединились другие люди. Сейчас это уже движение международное. Люди вяжут разные там шапки, шарфики, всякое такое простенькое. Либо отдают это бесплатно на благотворительность, либо продают, и деньги, вырученные за эту деятельность, они на благотворительных каких-то аукционах где-то, они передают в фонд помощи людям с ментальными заболеваниями, с ментальными проблемами. Я так понимаю, что там какой-то был психиатрический диагноз у брата. И мы, например, в Германии тоже с этим встретились, об этом я еще не говорила, но скажу, то есть о нашем лечении в Германии. Уже в другом канале я буду об этом рассказывать подробно, канал, где «Когда болеет близкий», дневник мамы. Но мы там в онкоцентре видели, шапочки лежали всегда, и они разбирались, и их приносили заново, их можно было взять бесплатно. То есть это, видимо, тоже участники вот это движение вязать за психическое здоровье, вязание для психического здоровья. Вот, и вы знаете, это вот на самом деле все же по-разному, да, то есть кто-то начинает шить, кто-то начинает вязать, кто-то начинает писать книги, кто-то начинает вести дневник, как ваша покорная слуга. То есть на самом деле, вот мне кажется, что можно сделать такой вывод, что добро и свет – это такой международный язык, который понимает горе. И именно с помощью этого языка с ним можно бороться. Потому что это уже сейчас стало не моим опытом, это стало нашим общим опытом. И это очень здорово, потому что я тоже каждый день с этим каналом чему-то учусь. То есть это не то, что я сижу в углу, закрылась от мира, горю и вам рассказываю свои переживания. То есть да, на меня оказывает огромное влияние то, что вы мне пишете, то, что, о чем я с вами разговариваю, о чем какие-то идеи вы мне даете. То есть это действительно потрясающее такое взаимодействие у нас. И вот, знаете, к чему я пришла? К вечеру. День был очень светлый. Мы гуляли, мы смеялись, мы заблудились, мы смеялись над Джеком. Было очень много забавных всяких таких маленьких ситуаций. Но я подумала о том, что даже не просто горе было с нами, рядом с нами все время был Ваня. Вот все время незримо присутствовал Ваня. Никто из присутствующих о нем вроде бы как часто не говорил, но абсолютно точно, что все присутствующие о нем все время думали. И то, что он нас видел, я практически уверена. И вот нам, мне, да, нужно привыкнуть к тому, что нет жизни до горя и после горя, а есть жизнь, в которой мы живем вместе с горем. И постепенно приходим к тому, что из этого горя рождается что-то хорошее для нас, для других людей, для всего мира. Вот это такая мысль, она же на самом деле, знаете, не то, чтобы она пришла, и ты сразу вот понял, поставил себе галочку. Жизнь теперь идет вместе с горем, мы теперь весело делаем добро. Она вообще не так работает. То есть ты к этой мысли приходишь, ты начинаешь эту мысль думать, ты начинаешь с ней периодически спорить, периодически на тебя накатывает, и ты начинаешь рыдать. Но в целом эта мысль живет. Вот она пришла уже ко мне не то чтобы очень давно, но пришла, и она постепенно укрепляется, укореняется, и ты начинаешь ее потихонечку принимать. Вот, на этом все, мои дорогие. Я очень была рада вас, хоть и виртуально, но увидеть. Я очень надеюсь услышать. Расскажите, пожалуйста, если у вас были подобные ситуации, были какие-то подобные инсайты, как сейчас модно говорить, да, какие-то открытия, откровения, которые у вас были. Я буду очень рада, если вы оставите в комментарии, потому что многие не знают, но комментарии действительно поднимают канал и помогают ему расти, что очень сложно в моей ситуации, когда в моей нише больше никого нет. И алгоритм YouTube просто не знает, кому меня предлагать. Поэтому чем больше активности на канале, даже просто если вы ставите сердечки в комментарии, это тоже очень важно. Как вы понимаете, у меня к этому нет никакого шкурного интереса, то есть никакой материальной выгоды я от этого не буду иметь никогда. Но мне важно, чтобы как можно большее количество людей меня находило. Так что я очень прошу вашей помощи, и в том числе ваши комментарии очень помогают мне, когда, во-первых, мне как человеку, как маме, потерявшей сына, меня очень подбадривает то, что вы пишете, правда. Ощущение, что ты вместе, да, вот ты в сообществе. И плюс это очень часто наталкивает меня на какие-то умные мысли. Ну, я надеюсь, что умные, там уж вам решать. Так что, дорогие мои, я вас обнимаю. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Хорошего вечера, хорошего утра, хорошего дня, в зависимости от того, когда вы меня смотрите.
Мы с вами остаемся вместе и будем вместе теперь всегда, потому что это содержание не устаревает. Я останусь в нем такой же и через 20 лет, и через 30 лет. И я очень надеюсь, что всегда смогу кому-то приносить помощь. Я вас крепко-крепко обнимаю и до свидания.